Всем привет, друзья! С вами Учи, и вы на канале Учусь Играть. И сегодня у меня необычный ролик, а точнее он не похож на другие мои видео, и я очень волновался при его создании. Ни для кого не секрет, что среди игроков PUBG Mobile есть люди с ограниченными возможностями, а некоторых вы хорошо знаете, особенно в русскоязычном сегменте. Но случайным образом на YouTube я наткнулся на парня, который меня просто поверг в шок, и я решил о нем узнать побольше и рассказать вам. Я пытался писать ему в соцсети, пытался хоть как-то связаться с ним, но в итоге я познакомился с его друзьями, и они немного рассказали о нем. Парни оказались очень дружелюбными и открытыми для общения, за что я им очень благодарен. Но так как я английский знаю очень плохо, то при голосовом общении с ними мне помогала моя жена, за что ей большое спасибо. В итоге, после звонков и переписок, ребята решили мне помочь пообщаться с нашим героем лично, чтобы он мог сам рассказать о себе и свою историю жизни. И буквально через день мы уже разговаривали с ним по Дискорду, а так как наш герой не знает английского языка, на помощь пришли снова его друзья. Вообще они были очень рады, что его историю узнают в русскоязычном сообществе. Зовут нашего героя Никель. Ему 23 года и родился он в небольшой деревне в Индии, в бедной семье. На данный момент у него есть замечательная жена и прекрасная доченька. Но чтобы как-то помогать своей семье, он уехал работать на фабрику в другой город, и ничего не предвещало беды. Но в один день вся его жизнь перевернулась. Произошла трагическая случайность. Никель получил сильнейшее поражение электрическим током у себя на работе. Врачи боролись за его жизнь, но так как семья у него была бедная, врачи не смогли оказать высококвалифицированную помощь, и врачи были вынуждены ампутировать парню конечности. Зачастую в такие моменты люди падают духом. Иногда их бросают близкие как обузу, иногда люди перестают видеть смысл в жизни. Я не могу даже представить состояние нашего героя в тот момент. Но наш герой оказался не из робкого десятка, друзья, и его силе духа можно только позавидовать. После трагедии Никель решил взять и доказать всем, что это не конец. Доказать, что человек может все, и даже в такой безвыходной ситуации. До того злополучного дня Никель любил играть в игру Candy Crush и очень любил смотреть известный в Индии канал на YouTube Dynamo Gaming и очень им вдохновлялся. И он решил начать играть в PUBG Mobile Lite. Телефон в тот момент у него был слабый, Samsung J2, но самое невероятное, он начал учиться играть языком. Но еще примечательно то, что он создал канал на YouTube. И все это, друзья, без знаний, без полноценных физических возможностей и без понятия, что из этого выйдет. Но ведь вера дает людям силы, и он верил, искренне верил в то, что он затеял. Родственники эту идею не одобрили и в принципе отнеслись к этому скептически. И только жена с дочкой его поддержали и на этом нелегком пути всегда были рядом с ним. К тому же наш герой живет в типичной индийской деревне, не в самых лучших условиях и с крайне плохим интернетом, то есть на его нелегком пути были одни преграды. Но и это его не остановило, и чтобы научиться играть и создавать контент, у него ушло 9 месяцев. Все это время он упорно тренировался и работал над каналом, а также стримил, а со стримами ему помогала жена. Время шло, и в один прекрасный день произошло невероятное. Его заметил известный в Индии ютубер по PUBG Mobile Draco Games. Он был просто в восторге от Никеля и его силы воли. Он связался с Никелем и сделал ему подарок в виде телефона Pocophone 3. Также ему помог пакистанец, который уехал жить в США. Он также заметил Никеля на ютубе. Но и у такой грустной истории есть прекрасный хэппи-энд, друзья. На сегодняшний день упорство и вера в себя принесли ему более 500 тысяч подписчиков. Также Никель стал играть в обычный PUBG Mobile и во Free Fire и завел канал по этой игре. Никель стал очень популярен, его поддерживают близкие, друзья, подписчики. Его кумиром все так же остается Dynamo Gaming. И, кстати, весь монтаж роликов на YouTube он делает сам. И, к слову, его игра действительно заслуживает уважения, так как она на достойном уровне. И это просто невероятно. Я долго пытался понять, как ему это удается, и мне оставалось только восхищаться. Даже имея такое количество подписчиков, он остается добрым и отзывчивым парнем, который с легкостью идет на контакт. И при разговоре с ним я спросил, а какие у него планы на будущее, на что он ответил просто. Для него самое важное – это чтобы его доченька получила образование, и все, что он делает, это только ради нее. Кстати, недавно у нее был день рождения, который транслировался на стриме, и я желаю этой девочке здоровья, и чтобы ее жизнь была наполнена только яркими красками. Вот такая получилась грустная, но при этом с прекрасным концом история. Эта история, друзья, показывает, что несмотря ни на что мы должны быть сильными, и даже когда кажется, что это конец, просто нужно поверить в себя. И ни в коем случае никогда не опускать руки, ведь кому-то может быть еще хуже, чем тебе. Я рад, что я познакомился с Никелем, с таким сильным духом парнем, с которого стоит брать пример и есть чему поучиться. И отдельно хочу сказать спасибо его друзьям, которые помогали в создании ролика.
Я желаю Никелю не останавливаться на достигнутом, я верю, что у него еще все впереди, а вас, друзья, я прошу поддержать его добрыми словами на стриме и подписаться на его канал. Для него каждый подписчик — это маленькая победа. Ссылки будут в описании к ролику. Ну а в конце будет нарезка его игры. Спасибо, друзья, за просмотр и, как обычно, до встречи в следующем ролике. Пока-пока.